Приветствую, друзья! Не так давно мы с вами рассмотрели очень интересные внутриканальные наушники AudioSense DT300, которые мне настолько понравились, что я тут же заказал и более старшую модель DT600 с уже 6 арматурными излучателями на каждое ухо. О них сегодня нам и предстоит с вами поговорить. Предупрежу, данные наушники тоже, друзья, далеко не дешевые. Собственно, поехали! Пришли наушники в приятно оформленной черной коробке со схематично изображенным наушником, наименованием модели и подробным списком технических характеристик. Из важного отметим сопротивление в 16 Ом и чувствительность 107 дБ на милливатт. Внутри я, друзья, обнаружил только довольно объемный по габаритам полностью прозрачный кейс на механических защелках. А в нем уже лежала небольшая инструкция, как вы видите, щеточка для чистки наушников, комплект пенок и целых 3 набора силиконовых амбушюр разного размера. Отдельно же от коробки я еще нашел ключ для MMCX разъема и нагрузку в 80 Ом для небалансного 3,5 мм выхода. Кабель, на мой взгляд, выглядит, друзья, очень неплохо, почти не путается, имеет сопротивление 0,346 Ом. Штекер тут предусмотрен только на классические 3,5 мм. Заушины сделаны из довольно плотной термоусадки, а соединение осуществляется на любимом многими меломанами MMCX коннекторах. Причем ключ здесь совершенно, друзья, лишний. Коннекторы нам установили просто высочайшего качества, так что отстегиваются они даже при небольшом приложении силы. Сами чашечки, как хвалится производитель, напечатаны на 3D принтере. Сквозь полупрозрачный корпус мы видим 3 спаренных излучателя для низких, средних и высоких частот, где от каждой такой пары к звуководу идут отдельные акустические трубки. Удивляет лишь то, что сам звуковод здесь зачем-то прикрыли металлической сеточкой вместо логичных отверстий под каждый вид излучателей. Привычный выступ для удержания амбушюр и компенсационные отверстия здесь также имеются. Последняя расположилась сверху, прямо рядом с MMCX коннектором. Фейсплейты же, как обычно, нам оформили абстрактной такой картинкой с металлическими вставками и логотипом производителя. Смотрится это довольно неплохо, но большего от них и не требуется. Сели мне наушники очень удобно, обеспечив просто фантастический уровень пассивной звукоизоляции. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас чуть более продолжительный относительно нормы импульс, вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пиках, достигающие около 0,5%, что без сомнения очень круто. Фаза логично следует за частотной характеристикой, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 70 и 98 миллисекунд. Разнос по амбушюрам здесь не очень существенный, за исключением насадок с разноцветным сердечником. Это фиолетовый график. По АЧХ мы имеем подъем низких частот на 13 дБ с плавным таким заходом на середину, почти хармоновское выделение области разборчивости, внушительную компенсационную яму и пик на 8 кГц для усиления детализации, ну и дабы вернуть в звук хоть немножечко воздуха. Высокие же частоты нам аккуратненько прибрали на задний план, но заботливо довели аж до 18 кГц. С графиком от производителя общие черты, конечно же, прослеживаются, но не то чтобы прям сильно. В плане амбушюр различия ровно такие, как мы с вами уже подмечали у модели DT300. Полностью черные насадки сильно давят всю нижнюю половину спектра. С разноцветным сердечником звук ровнее, но все равно как-то все грубо и неотесано. А вот насадки с зеленым сердечником реально творят чудеса и делают звучание модели каким-то даже изысканным на фоне всего остального из набора. На них я в конце концов и остановился. С кабелями тоже был интерес к импровизации. Комплектный действительно оказался очень неплох. Однако с ИК КТУ-1 бас лучше оформился, и серединка мне показалась куда мелодичнее. Но это прямо чуть-чуть, так что смысла в замене я лично не вижу. Другой вопрос – это та самая 80-омная нагрузка. Я подключал с ней к усилителю SMSL OH200, который легко может ее переварить, однако то, что получилось, не вызвало у меня ни грамма уважения. Вообще не понимаю, зачем эта нагрузка нужна данным наушникам. Да, звучание становится немного чище, но при этом практически пропадает бас. Сомнительная, как на мой взгляд, выгода.
Общее же звучание AudioSense DT600 я бы назвал сочным, жирным и очень густым. Чистота и прозрачность – это точно не про DT600. Зато тут по аналогу теплое, чуть расфокусированное звучание с глубоким плотным басом, музыкальной чуть подсвеченной серединкой и столь же насыщенными, чуть прибранными на задний план верхами. Общее впечатление от такой подачи весьма достойное, как для своей цены. Да, выше головы модель очевидно не прыгает, и стать в один ряд с Kinera Sculpt, Shure EG07M или Yanin Canon она не в силах, но она и стоит заметно дешевле. По низким частотам можно отметить отличную массу с легким подчеркиванием саб-части, которая, конечно, намечается, но в силу использованных излучателей сильно в глубину не уходит. Серединка комфортная, мелодичная, вокал приятно так выделяется из трека, а инструменты второго и третьего плана имеют, как и полагается, свойственную им рельефность и собственную фактуру. Здесь все ровно, друзья, как по учебнику. Дополнительно хочется выделить правильный музыкальный баланс. Наушники не пытаются добиться резкости и частоты посредством сдвига внимания слушателя в сторону высоких частот. В этом плане все очень правильно сделали. Высокие нам заметно так отвели на второй план, так что никакой рези, грязи, сибилянтов тут и близко нет. Оттого сильнее всего наушники подсвечивают вокал и разнообразные лидирующие инструменты, мягко подчеркивая их массой со стороны низких частот. Сравнивая DT600 с моделями за плюс-минус $150, все они кажутся грубыми подделками очень сомнительного качества. Так что ценник у героев обзора определили очень точно. В микронюансы модель, конечно же, не лезет, как и в особую проработку сцены в глубину. При этом разнообразные особенности звукоизвлечения здесь, конечно же, слышны. А тембральное богатство инструментов даже немного ужирняется, отчего звучат наушники с хорошим таким уклоном в музыкальность, глубину и насыщенность. В плане источников особых отличий в поведении наушников я лично не заметил. Плюс-минус характер у них сравним. Ну, разве что сильный уклон в частоту и мониторность может немного гармонизировать звучание данной модели. Но чудес ждать бессмысленно. SMSL SU8S, Shanling M621 и Ovidus B1 отыграли все в одном и том же ключе. По стилистике я бы, наверное, обходил стороной лишь какую-нибудь сложную академическую или мультиинструментальную музыку. Хотя все зависит от того, как лично вы ее предпочитаете слушать. Здесь все звучит очень густо и прямо так нажористо для ценителей именно вот такого уклона в подаче. Итогом внутриканальные шестидрайверные полностью арматурные наушники AudioSense DT600 лично меня порадовали своей просто восхитительной посадкой, богатым комплектом и очень приятным внешним видом. По подаче модель ближе к музыкальной, без уклона в чистоту, прозрачность и передачу микронюансов. Самого глубокого баса в силу арматурной природы излучателей здесь почти нет. При этом непосредственно низкие частоты тут довольно богатые и насыщенные, как собственная серединка с ее мягкостью и приятной аналоговой теплотой, и чуть прибранные на второй план, но в меру густые высокие частоты. Слушается это очень приятно, намного интереснее модели более низкого ценового сегмента, но при этом и проще наушников подороже. Так что если вот вы планируете себе модель примерно за $250, то AudioSense DT600, на мой взгляд, будет весьма достойным выбором. Есть ей, конечно, куда расти, но там уже давно и надолго обосновались флагманские DT800. Очень достойные ушки, как для своей ниши. Это были AudioSense DT600. А на этом у меня все. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.